Why is it not focusing? Focus on me. Focus on me. Свет просто ужасный. Почему все сегодня против меня, чтобы я снимала бессмысленный влог? Потому что сегодня не произойдет абсолютно ничего. Можете не ожидать вообще ничего от этого влога, потому что я решила снимать свой самый обычный день дома. Угадайте, куда мы сейчас идем? Starbucks. Мы идем в Starbucks. Good morning. Я только что на камеру притворялась, что я очень приветливый человек, и типа я всегда со всеми здороваюсь. На самом деле это не так. Что плохо. Надо исправляться, надо здороваться с людьми, надо любить людей. Расскажу вам про свое интервальное голодание. Я не помню, рассказывала я вам или нет, но теперь я пробую новую диету. Интервальное голодание. Это значит, что я 8 часов ем и 16 часов не ем. Уверена, что многие из вас о ней слышали, об этой диете. Я очень долго ее отрицала, Тим сидел на ней где-то 2 года, плюс-минус, потому что за эти 16 часов твой организм сжигает жир, и таким образом, если ты еще занимаешься спортом, у тебя отлично проявляются мышцы, они супер хорошо видны. Поэтому ты и худеешь, и становишься более, не знаю, как это на русском, shredded. Поэтому я решила все-таки попробовать. И надеюсь, что в этот раз это меня спасет, это мне поможет. Но интересный момент. Я знаю, что многие люди считают, что на интервальном голодании, и это в принципе правильно, в теории, ты не ешь вообще, то есть ты голодаешь, тебе разрешен только черный кофе и вода эти 16 часов. Но у нас с Тимом особенная методика, мы пьем нормальный кофе, как видите, даже не очень нормальный, я пью с овсяным молоком. И что? И результаты все равно есть. Плюс у меня есть Тим перед глазами, который 2 года сидел на этой диете, и он не сильно придерживался вот этого черного кофе и только вода. И результаты все равно были, возможно, они были не такие невероятно быстрые. Я попробую вам показать на своем примере, что интервальное голодание не должно быть мучительно, и вы все равно можете пить соки, кофе с молоком и т.д. и т.п. Теперь мой самый любимый трюк, то, что я постоянно делаю, я пытаюсь съесть крем сверху. Еще мое лицо выглядит как блинчик, и мое лицо выглядит как лицо человека, которому не стоит есть так много карамели и крема. Ну да ладно, поехали. Ну и поскольку у меня теперь свободное утро, потому что для меня завтрак был больше, чем просто еда, у меня завтрак ассоциировался с моей какой-то каждодневной рутиной, то есть я проснулась и с самого детства я сразу же иду на кухню, это мое первое дело в каждом дне, поэтому для меня интервальное голодание было сразу нет, по одной из причин, потому что мне было нечего делать с утра, поэтому сейчас мне приходится проявлять креативность, и да, сейчас я буду рисовать. Я купила себе картинку по номерам, она получается довольно уродливая, но я получаю удовольствие от того, что я ее просто рисую. Мне действительно нравится просто сам процесс рисования красками, даже несмотря на то, что результат получается не очень привлекательный. Я сейчас вам покажу, как это выглядит. Это, кстати, Калифорния. Я еще и манифестирую, пока я рисую, потому что я хочу когда-нибудь переехать в Калифорнию, и это Калифорния. Что скажете? Мне кажется, я талантливый художник. У меня есть потенциал. Да, я знаю, что это по номеркам, но все равно. В любом случае, я буду сейчас рисовать эту картину и слушать свою новую книгу, которую мне посоветовала мама, а сейчас я ей советую ее вам. Она называется Okay, you can wash your dishes. I'm trying to make my vlog. Она называется «Я плацебо». «Я плацебо», ребята, классная книга. Она о том, что меняя свое мышление, перепрограммируя свой мозг, вы можете все. Я бы объяснила вам получше, но Тим решил помыть свою посуду, понимаете? Так что мытье посуды, жизнь важнее, чем влог. Я так не считаю, люблю своих подписчиков. Так вот, пока Тим занят, книга «Я плацебо». Она о том, как твой мозг может помочь тебе жить жизнь, которую ты хочешь, в принципе. Грубо говоря, вам не нужна таблетка плацебо, чтобы добиться результатов, которых вы хотите. Я очень плоха в анонсировании книг. Мне никогда не хватает одной кружки кофе, поэтому я пью минимум 3 в день, что, наверное, не очень хорошо, но я использую ореховое молоко. А как называются эти орехи, кто помнит? Almond. Знаете, я
тоже терпеть не могла тех людей, которые говорили: я не помню, как это на русском. Я понимаю, что у меня сейчас это постоянно проскакивает. Но есть те слова, которые ты используешь в другом языке больше, чем на своем родном языке. Например, в Беларуси я никогда в жизни не использовала almonds, потому что я не люблю эти орехи, и я не пила там это молоко. Я раньше пила обычное молоко. И только живя за границей, я поняла, что я чувствую себя лучше, я употребляю другое молоко, поэтому действительно есть причина, почему я не помню некоторые слова. Пена, как у бариста. Ваше здоровье. Не так уж и плохо для вчерашнего кофе в старой кружке. Ну и для того, чтобы проснуться еще больше, я, наверное, сейчас сделаю небольшую йогу. Хотела еще вам рассказать, ребята, интервальное голодание можно облегчить тем, что не обязательно делать 16-8 часов. Можно делать меньше, а потом этот период немножечко раздвигать. Но я решила, как обычно, начать немножко экстремально, поэтому я делаю 16,8 часов. Вы можете, например, поесть последний раз в 6 часов, если мы говорим про 16,8, а потом ваш завтрак будет в 10, что в принципе не очень поздно. Чтобы не мучиться так, как я, потому что я мучаюсь довольно сильно. То есть я последний раз ем в 10, потому что я хочу ужинать с Тимом, это одна из причин. А потом я ем в 2 часа дня. И до 2 часов дня мне нужно придумать, чем себя занять. Поэтому я такая вся продуктивная, художественная, духовная, потому что мне нужно чем-то заполнить вот это время, пока я уже как бы бодрствую и уже голодная, потому что я голодная с первой секунды, как я просыпаюсь, но не могу есть. Сейчас 12:48, это значит, что мне еще 1,5 часа нужно себя чем-то занять. Я пойду немножко помоюсь. Немножко помоюсь. Не так, чтобы сильно помыться, не очень сильно, но чтобы вот немножко помыться, я пойду помоюсь. Я в последнее время очень много, не знаю почему, от людей слышу про манифестацию. И я вот недавно вам рассказывала про свою картину, которую я рисую в Калифорнию. Вот это одна из манифестаций, и другая о том, что ты можешь написать 101 пункт того, чего ты хочешь, чтобы исполнилось в твоей жизни, в своем блокноте, и потом это якобы должно сбыться. Мне самое интересное, что это будет. Короче, увидимся с вами. Я порезала свой палец, пока резала авокадо. Если вдруг вам было интересно, что с моим пальцем. Меня хватило только на 33 пункта. На 33. В принципе, тоже красивое число, но я не собираюсь сдаваться. Просто я не успеваю пока написать все 101. Есть 101. 101. Короче, все 101. Вы поняли. Но я к этому вернусь. А потом я пойду на свой маникюр. Ну и вот, как бы эти семена немножко разбухают, и они разбухают у тебя в желудке точно так же, и таким образом ты чувствуешь себя более сытым или более долго. Я точно не уверена, что именно более. В любом случае я делаю это. Еще немножко добавляю арахисовой пасты. Я стала принимать хром. Моя мама посоветовала мне принимать хром, типа как добавку, раз в день, потому что она заставляет тебя хорошо какать. Не знаю, как именно и почему это работает, но это работает. Будете хорошо какать, если принимаете хром. И потассиум. Потассиум — это калий. Калий я принимаю для своего сердца. Все мы помним, что за фигня со мной случилась в Камбодже. Буду есть свой прекрасный завтрак. Это у меня займет где-то минут 15, может быть больше. Я не знаю. А потом мы пойдем с вами на маникюр. Пока вот этим отвратительным ногтям и скажите привет красивым ногтям, потому что я спускаюсь вниз и мы с Антоном идем на маникюр. Ребята, это, наверное, мой первый, не знаю, что сегодня со мной и моей речью. Профессиональный маникюр. Один раз у меня был маникюр, где мне сделали ужасные, вульгарные красные ногти, они были для фотосессии. После этого у меня были эти ногти на протяжении месяца, и они были красные, было заметно, когда они отрастали. И в детстве я не красила сама себе ногти, очень-очень редко. Еще никогда не красилась, потому что у меня получалось это очень плохо. Однажды я накрасилась и сделала себе стрелки. Потом я пришла в школу, и с меня смеялись мальчики, потому что это была зима. Стрелки у меня были кривые. Из-за того, что я пришла с холодной улицы в теплое помещение, у меня были красные щеки, и все думали, что я сделала себе румяна, и это выглядело еще более нелепо. С тех пор я не красилась в школу. И да, меня волновало общественное мнение. Такие времена были. Антон! Hello! Are you in Cambodia? Yes, I am in Cambodia. Я девочка, у меня сделали френч. Такой
супер красивый, ухоженный френч. Это заняло где-то 2 часа. Ну, это потрясающее чувство, знаете, когда у тебя сделаны ногти. Наверное, девочки, которые постоянно это делают, знают это чувство, но у меня никогда такого не было. Тебе хочется делать вот это вот движение руками, быть какой-то более элегантной и женственной, но получается как-то на автомате. Ты даже не даешь себе отчет, ну, потому что твои ноготочки такие аккуратные, ты не хочешь их испортить, и ты весь такой... Понимаете, да? Понимаете. Мне, в общем, очень нравится это чувство, чувствовать себя девочкой. Ребята, я думала, что пройдет намного больше, чем 3 минуты с тех пор, как я выключу камеру, но я не смогла не включить ее, когда собаки делают маленьких щеночков. Нет, я просто видела всю эту прелесть и просто не смогла с вами не поделиться. Все, этого достаточно. Теперь мы увидимся с вами немножко позже. Ну, вы поняли, да? Я купила еще одну картинку по номерам, потому что я почти закончила свой закат. И мне нужна была новая картинка, и, конечно же, должна была быть моя очередная манифестация, вернуться в Нью-Йорк. Я немного поредактировала для вас новый влог. Я сейчас готовлю сама себе динер, ужин. И хочу показать вам, что я обычно готовлю на ужин, потому что я довольно консервативна в еде и действительно не устаю от одних и тех же блюд. В принципе, у меня всегда один и тот же завтрак и один и тот же ужин. Листья салата, помидоры, пол огурца, кукурузка, чикпис. И, конечно же, основник вот этого вот встречается авокадо. Я еще добавляю туда тофу. Наггетсы, сделанные из тофу. Они выглядят как-то так. Я кладу их в духовку /микроволновку / я не знаю, что это на самом деле такое. Вот в эту чудо-машину. И получаю свои прекрасные хрустящие наггетсы. Такой трюк, что если ты ешь из большой посуды, то тебе кажется, что ты ешь много, и таким образом ты больше наедаешься. Правда это или нет, но я наедаюсь. Короче, я буду готовить большую порцию, потому что это просто красиво Тим. Тим сказал, что он тоже хочет, поэтому, если что, это не все в одно рыло, как говорится. Это на всех. Это на всех нас, на всю нашу большую семью. Еще если что, он меня не игнорирует, он просто работает и... Ну да, не то чтобы мы друг друга ненавидим. Просто когда мы работаем, мы не особо отвлекаемся. Еще я не знаю, слышите вы это или нет, но этот звоночек означает, что можно выбрасывать мусор. Так вот 2 раза в день человек со звоночком, загадочный человек, проходит, звонит и собирает весь мусор. Ты ему просто выставляешь за дверь, и его забирают, и он исчезает. Я никогда не видела, как это происходит, но я всегда слышу звоночек, всегда выставляю мусор. Один раз я опоздала на 10 секунд, я услышала звоночек, я в этот момент писала, когда я дописала, я выбежала, поставила мусор, но его не забрали. Но для таких, как я, которые писают очень долго, мусор здесь забирают 2 раза в день. Кукурузка. Знаете, бывают такие дни, когда я смотрю на свое отражение и думаю, как вообще так получилось, что я модель? Давайте положим наггетсы в чудо-машину, я покажу вам, как она работает. Она выглядит немножко задрыщенски, но ну ладно. Мы открываем чудо-машину, она уже втыкнута в чудо-розетку. Так вот, мы открываем чудо-машину, берем наггетс, кладем его сюда. И да, поверхность тоже выглядит не очень, но я обещаю, я реально на самом деле ее чищу. Это просто типа вчерашнее. И я думаю, что этого достаточно. Вжух. Вжух. Еще я не уверена, насколько безопасно хранить эту штуку здесь, потому что это все-таки закрытое около пространство. Но мне не нравилось, поскольку наша кухня мега маленькая, вот это вся наша кухня, чтобы вы понимали. Мне не нравилось, что она была здесь, поэтому я поставила ее туда. Пишите в комментарии, это пожароопасно или нет. Хранить вот эту штуку, которая типа как духовка в ящике. Если это опасно, дайте мне знать. И вы должны что-то сделать с моими волосами, ребята. Я же все-таки модель должна выглядеть привлекательно, да? Лучше. Сегодняшний влог — это интересные факты про меня. Очередной факт: я не люблю большие ножи. У меня какая-то фобия больших ножов, и даже ножей, и поэтому даже когда я режу большие вещи, типа людей, я все равно использую маленькие ножи, потому что когда я использую большие, я себя режу, и это плохо заканчивается. Мне не нравится себя резать. Should I switch to English because you're here? He doesn't care. He doesn't give a shit. You haven't been doing it for the last like 6 Boyfriend videos. doesn't give a shit. No, I care. Your mood when you've been editing for the whole day. I didn't even fucking use that song. I used to upload my videos very rare. You were like, why? It is, why are you so lazy, bitch? And now, this is the reason. Because when you edit the whole day, you're kind of going crazy. You hate yourself, you hate your voice, you hate your life, you hate everything. Yeah, I don't know how to explain it, so appreciate it. Should I cut the tomatoes for you? Since you're kind of incapable. What do you mean? Show them your finger. I already did. And I know how to cut things, I know how to cook. Don't Always cut away from yourself.
tip number 1. It's difficult with avocado, okay? Like it's difficult because you kind of have to cut it around. It's not like you cut it like you split it, you know? You have to like go around it. That's how you cut an avocado? No wonder you got caught. I can cut. I can cook. Shut up. Why are you so rude? Okay. Wow, I have like no purpose in life right now. It's like because I've been editing all day, there's nothing else that I've had to focus on with my brain. That's what happens to you when you edit the whole day. Also, why do I look so ugly today? Like, maybe it's not my angle. Tomatoes. Done. You see? I managed. I cut them. So now avocado, the most dangerous thing. Guys, pray for me, please. And I will judge. Okay, let's go. This is how I cut it. And this is how I cut myself. And let me know, guys. Send me the link of the videos if you know, like, tutorials how to cut avocado properly, because I think it works. Like, it didn't work only a single time. Also, this avocado is not the best. It is what it is. It's fine, it's just huge. I kind of want to show you guys how these nuggets look. And I remind you that I speak English and you can turn on Russian subtitles so that it's easier for you to understand, although I don't think that my English is very difficult. So here is my nugget. It tastes better than it looks, honestly. I will cut it now and add it to my salad. And it tastes like meat. Like, I'm not meat lover and I'm not suffering a lot without meat, but these things really taste, wow, it's kind of cool. So yeah, this thing really tastes as if it was real meat, even though it's just tofu. I don't know how they made it, but it's kind of cool. So yeah, basically the last step of my amazing salad is a secret ingredient, which is olive oil and Greek yogurt. It's good, right? You like this salad? You like this salad, right? You do? Mm-hmm. Okay, good. Means I actually learned. So 2 spoons, I think it's enough. Have you ever tried this? It's a fried rice seasoning, and now it's whatever. Oh fuck, that's a lot. Okay, we're gonna go with this. I don't know what's inside of this yogurt, but I'm assuming it's part of my old salads. But I think it's gonna work anyway because it's still a salad, even though it's old, right? So yeah, and then I add like 2 spoons or 3 spoons, depending on my mood, of this amazing yogurt, and then I just mix it. Wow, you're such a cook. Right? My god. I'm proud of myself. Oh, I'm a good girlfriend as well, because look at this amazing dinner. I'm sure it's enough for me, you, and all of you guys, all of our big family. And you. Look at my arrogant boyfriend. He bought a picture of himself. I know it's not true. It's a gift. By the way, guys, it's a gift from his subscribers, from follower on Instagram. Where is my gift? Where is the picture of me? Why no one ever drew me? Like, what the fuck? I'm a little bit offended. Am I worse than Sim or something? So yeah, I think that's basically it. Now Tim will make his food, which is not as cool as mine, obviously. And then we will watch Peaky Blinders, obviously, with all these candles. And then I will fall asleep, and then Tim will need to turn off all the candles and lights. And then we will fall asleep, and then I will wake up. And then I will go to work, and then I will take you with me, guys. And that's basically it. See you tomorrow.